Рак – очень коварная болезнь. Чаще всего на первой стадии болезнь никак себя не проявляет и зачастую обнаруживается случайно, по косвенным симптомам или на плановом обследовании. Увы, на начальных стадиях рак груди обнаруживается только в 20% случаев. Но Юнне повезло, она попала в эти 20%. У нее тоже не было никаких явных признаков. Единственное, что ее беспокоило, ей больше не хватало сил. Активный образ жизни, 2 работы, очень насыщенный график и все более серьезные приступы усталости. Опухоль Юнна обнаружила совершенно случайно. Спонтанная идея провести самообследование спасла девушке жизнь. Она почувствовала маленькое уплотнение в груди, при этом никаких болей не было. Юнна сразу отправилась на обследование. У ее мамы и бабушки был рак груди, и она знала о высокой степени риска. Врачи обязали ее ходить на ежегодное обследование после 25 лет, но она этого не делала. Это был мой выбор, моя глупость, потому что я думала о том, что если об этом не думать, то это тебя никогда не коснется. На УЗИ в частной клинике сразу направили на пункцию, однако анализ оказался чист. Во взятом материале онкоклеток не обнаружено. Юнне прописали гору лекарств, антибиотики, разогревающие компрессы, гормональные препараты. Многое из этого категорически нельзя применять при раке. Биопсия – довольно точный анализ. Хотя гистологическое исследование и не дает стопроцентной гарантии, однако неправильный результат биопсии возникает лишь в 1-2% всех случаев. Но если материал взять неправильно, то есть врач просто не попал в саму опухоль, то и результат будет ложно-отрицательным. После пункции в районе опухоли появилась боль, дискомфорт, и Юнна, пролечившись несколько недель прописанными маммологом методами, отправилась к ней на прием еще раз. Врач сказала, нужно опухоль вырезать, но сейчас ей не до этого, и назначила повторный прием через 2 месяца. Девушка ждать не стала, нашла другого специалиста, и он, поставив предварительный диагноз фиброаденома, сделал операцию. И лишь после этого удалось поставить правильный диагноз. Рак молочной железы первой стадии, трижды негативный, очень агрессивная форма. Врач назначил новую операцию. Однако Юнне очень не понравилось, что он не назначил никаких дополнительных обследований. Больше она рисковать не хотела и отказалась от лечения дома, в Молдове. Девушка забрала документы и полетела в Турцию. Но там, в одной из клиник, столкнулась с еще более халатным и равнодушным отношением. Потеряв драгоценное время и так и не дождавшись адекватного лечения, перебралась в Киев. Там ей сразу назначили необходимые обследования, и уже через 3 дня Юнна начала проходить химиотерапию. Девушка полностью пролечилась назначенными курсами красной химии. По показаниям, с учетом высокого уровня риска в связи с наследственностью, ей сделали двойную мастектомию с последующей реконструкцией. Было трудно, но Юнна знала, сейчас от нее зависит слишком много, и она сделает все возможное, чтобы болезнь отступила. Сейчас Юнна в ремиссии. Она благодарна себе за то самообследование, которое дало ей шанс поймать болезнь на первой стадии, и благодарна врачам, которые помогли ей принять болезнь и поверить, что она обязательно вылечится. Если обратиться на ранних стадиях, очень большой процент выживаемости. Чем раньше вы выявите свою болезнь, тем больше у вас шансов.